Итак, в том числе среди 3 тайтлов, которые показывает 1С Game Studios, есть посвященный один корейской войне. Корея, серия Ил-2. Возможно, кстати, даже кто-то успел поиграть в демку. Наверное, ты. Уже успели, да. Кто еще успел поиграть в демку? О, да, супер, классно. Он уже в косплей даже, посмотри, мне кажется, из этой игры прям круто. Скорее всего, он тоже работает в студии 1С Game Studios. Все самые талантливые люди, говорят, там работают, да? Правда? Я верю в это. Итак, сейчас об этой игре вам расскажет Даниил Тусеев, продюсер серии игр Ил-2 из компании 1С Game Studios. Приветствуем, приглашаем на сцену. Так, под ваши аплодисменты, друзья. Пожалуйста. Здравствуйте. Сразу видно, что вы продюсер. Итак, расскажите нам, пожалуйста, об игре, о том, как она создавалась, как пришла идея и что мы можем узнать такого вот прям интересного, захватывающего во время процесса игры. Ну, давайте про это и расскажем. Я Тусеев Даниил, продюсер серии игр Ил-2, 1С Game Studios. И сегодня хотел рассказать вам о наших боевых авиационных симуляторах. И начнем с нашего актуального симулятора Ил-2 «Штурмовик. Великие сражения», который в свое время был гигантским шагом вперед в жанре, превзойдя на голову всех своих конкурентов по графике, физике полета, модели повреждений, детализации моделей кабины, ландшафта. Более 100 самолетов. Следующий слайд. Более 100 моделей самолетов воспроизведено в игре с детальными кабинами, приборами, с максимально тщательно воссозданными визуальными моделями. Это и самолеты Второй мировой, и аэропланы Первой мировой войны, а также до 10 танков Второй мировой, представленных в проекте в DLC Tank Crew, каждый из которых обладает детальным интерьером, с детально воссозданными приборами, оборудованием. Каждое место, рабочее место в танке, рабочее, и механик-водитель, и наводчик, и командир. И вы можете либо сами управлять танком за каждым из этих мест, или можете делать это с вашими друзьями в мультиплеере. Но, наверное, это, в принципе, был уникальный проект вот именно по танкам, аналогов которому я, наверное, не знаю в жанре симуляторов на данный момент. Но это для нас было всего лишь начало. Сейчас в завершающей стадии разработки находится наш следующий проект, новый проект «Корея», серия игр Ил-2. Почему Корея? Корейская война — это 1950-1953 год, эпоха, когда в небе властвуют уже реактивные истребители. Следующий слайд, пожалуйста. Реактивные истребители с их гигантскими скоростями. В пикировании они уже превосходили скорость звука, но все еще нету на боевом театре управляемых авиационных ракет. Поэтому все еще здесь решает личный навык летчика, его умение управлять самолетом в маневре, наводить пушку. Это все еще та эпоха, когда летчики могут друг друга видеть через прицел. И именно этим и хороша эта эпоха для воспроизведения в игре. Следующий слайд, пожалуйста. У нас в игре представлена огромная карта почти всего корейского полуострова размером 500 на 500 километров. Но дело не только в размере. Дело в том еще, что... Следующий слайд. Дело еще в том, с какой... Следующий слайд. Дело еще в том, с какой тщательностью и вниманием к детали воссоздана каждая локация. Обратите внимание, аэрофотоснимок аэродрома, военного аэродрома тех лет. И вот на следующем слайде уже скриншот этого же аэродрома из игры. Как говорится, найдите 5 отличий. Следующий слайд. Следующий пример работы над картой.
Вот, например, мы можем наблюдать район Сеула в современности, как он сейчас выглядит, его карта. А вот на следующем слайде то, как эта карта выглядела в 1951 году. Обратите внимание, с тех пор множество островов были соединены между собой, проливы были засыпаны, городские районы заняли территорию бывшей акватории. И все это приходится воссоздавать вручную, в отличие от, допустим, гражданских авиационных симуляторов в современности, ну, Microsoft Flight Simulator, к примеру, где активно используются технологии с автоматическим воссозданием ландшафта и с использованием спутниковых данных. Нам же приходится все делать вручную, потому что таких данных на 1951 год, конечно же, нет. Следующий слайд. Таймлапс о том, как это выглядит в игре. Смена дня и ночи, смена освещения. Можно видеть, как тени от гор бегут по ландшафту и атмосфере, как движутся небесные тела. И, конечно же, на Земле, на всей этой красоте не пусто. Самая разная наземная техника и поезда, следующий слайд, и корабли, предыдущий. И корабли, обратите внимание на воду. На данный момент, ну, как нам кажется, и мы практически уверены, это лучшая графическая визуализация водной и морской поверхности, которая вообще есть среди каких-либо симуляторов, в том числе и симуляторов кораблей. Следующий. Города на карте не пустые. Там ходят, обитают гражданские жители, на аэродромах техники, на заводах рабочие. Следующий. Реализована новая для нас фича. Когда вы проходите кампанию день за днем в течение войны, во время ваших виртуальных боевых вылетов на карте наносятся повреждения. И в каждом последующем боевом вылете вы наблюдаете, как эти повреждения на карте накапливаются. Следующий. Впервые в жанре мы применили технологии Motion Capture для анимирования персонажей. Небольшой ролик об этом, пожалуйста. А звук есть? Чего звука-то нет? Ну, звука нет, я поясню. Создаются специальные макеты кабин, габаритные, воспроизводящие, ну, выглядят как некие рамы фермы, а на самом деле они воспроизводят реальную кабину по габаритам. Используются реальные исторические видеоматериалы, сейчас вы увидите пример. И чтобы понять, как летчик в реальности взаимодействовал с самолетом. И все это нужно для того, чтобы для вас создать максимальный эффект реалистичности и погружения в атмосферу работы летчика, то, как он взаимодействует с самолетом. Все эти анимации будут в игре. Итог этой работы сейчас в конце ролика вы увидите. А вот то, что мы имеем в итоге. Такого еще, прям вот чтобы в игровом процессе не было ни у кого. Но касается это не только самолетов, но и орудий. Это вау просто. Технологии применяются не только для главных героев нашей игры, летчиков, но и, следующий слайд, для гражданского персонала, солдат, расчетов орудий. Эпоха Корейской войны, ее авиационная составляющая, два главных героя, это, конечно же, два истребителя со стреловидным крылом. МиГ-15 БИС советский истребитель, новейший, и совершенный, следующий слайд, F-86 Sabre с американской стороны. Всего в игре представлено 8 самолетов, не все из них реактивные.
некоторые из них поршневые, следующий слайд. Но каждый из них обладает максимально детальной, красивой, с максимально достоверно воссозданной кабиной летчика. Следующий. И это сейчас на экране не фотография, это игровая модель с игровыми текстурами. То, что прям будет вот представлено в игре. Следующий слайд. А вот кабина F-86 Sabre. То был МиГ-15, а это Sabre. И обратите внимание, у него кабина вообще похожа на интерьер космического корабля той эпохи. Следующий. Снова Sabre с очень необычными органами управления, уникальными до сих пор. Дальше. А вот, например, кабина самолета попроще. Это F-80 Shooting Star, реактивный самолет предыдущего поколения. Но все еще смотрите, с какой любовью эта кабина воссоздана. Дальше. Те из вас, кто любит технику, конечно же, в своей жизни сталкивались с реальными музеями. Вот когда вы посещаете музей, там, допустим, авиации или автомобильной техники, и все вы знаете, с чем это связано. Долгая дорога, большие очереди за билетами, душные помещения. А мы предоставляем вам ваш личный музей. Следующий. Ваш личный музей, в котором вечером в воскресенье вы можете ознакомиться и прикоснуться к каждому из почти 100 объектов, которые мы воссоздали в рамках игры Корея серии игры L2. Самолеты, танки, грузовики, поезда, корабли, радары, артиллерийские орудия, зенитные орудия. Все это представлено в игре. По каждому из объектов вы сможете ознакомиться с его характеристиками, прочитать историю создания этого объекта. Следующий слайд. В деталях рассмотреть все особенности его модели. Следующий слайд. И для самолетов реализован интерактивный режим ознакомления с оборудованием кабины. Потому что все это, конечно, сложно и непонятно, но с помощью интерфейса обо всем будет вам рассказано, как это работает, зачем это нужно и почему именно этот прибор нужен вам для осуществления полета. Следующий. Боевой авиационный симулятор, этот жанр, он немыслим без такого понятия, как модель повреждения. И в нашем актуальном симуляторе Ил-2 «Штурмовик. Великие сражения», о котором я сказал в начале, на данный момент уже лучшая в жанре, признанная лучшая в жанре модель повреждения. Целые YouTube-каналы посвящены нарезкам, нарезкам, как у нас в игре самолеты разбиваются, взрываются, ломаются на куски. Всем очень нравится, очень большое количество просмотров, но мы решили не останавливаться на месте и сделать новый шаг в этом направлении. Пожалуйста, видео. В первую очередь улучшена визуальная составляющая модели повреждений. Обрывки обшивки, обломки внутренней силовой структуры самолета, отрываемые элементы обшивки. Также улучшена и физическая составляющая, повреждение отдельных элементов и систем, чего раньше не было. И все это будет представлено в новом симуляторе. Но это еще не все. Дальше, что там у нас? Дело в том, что боевой авиационный симулятор, ну, по крайней мере, в нашем случае, это не только про воздушные бои, это еще про то, как летчик, игрок, атакует наземную технику. И если он ее атакует, то она тоже должна классно разрушаться. И если раньше это был просто, некий кирпич, который имел два состояния, он живой или он мертвый, и ездить еще умел, то теперь, видео, пожалуйста, при боевом повреждении, близком взрыве, при столкновении у техники включается полностью физическая модель. Она разваливается на части, из нее вываливаются грузы. У техники реализованы модули, колеса, двигатель, экипаж. И все это может быть повреждено отдельно и влияет на поведение. Вот посмотрите, как, например, в этом смысле реализована модель повреждения поездов у нас.
Ну, а вообще, Корея — это не только авиационный симулятор. У нас представлена целая мета-игра. В интерфейсе это командир авиационного полка. Игрок проходит в роли командира авиаполка всю Корейскую войну, управляя ресурсами, назначая летчиков на боевые вылеты. Следующий слайд. Распределяя топливо, заказывая боеприпасы и так далее. И, конечно же, от его действий и правильности его действий будет зависеть то, насколько эффективно будет выполнять его подразделение боевые приказы вышестоящего командования. Следующий слайд. Очевидным ходом для любого, ну, кто вот только бы сел, был бы на каждое задание брать и отправлять весь полк, чтобы всех там вынесли. Но это так не работает, потому что очень быстро у вас закончится топливо, если вы ради там каждой небольшой цели будете целиком полк отправлять. И, соответственно, произойдет некоторый провал. В обратную сторону, естественно, если вы на каждое будете экономить и на каждое задание будете отправлять там по 2 самолета, ну, и противник тоже не дурак, он будет противодействовать, и успеха не добьетесь. В любом задании, это не просто карточная игра, в любом задании, которое формирует игрок как командир, он может принять личное участие по своему желанию, и это будет влиять на мотивирование всех персонажей, летчиков в его эскадрилье. Следующий слайд. Авиационные симуляторы, их визитной карточкой всегда были максимально сложные устройства управления. Джойстики, ручки управления двигателем, педали. И в этом смысле, конечно, мы поддерживаем все эти устройства, огромное их количество. Мы активно сотрудничаем с компанией Virpil Controls, белорусской, которая производит, возможно, самые лучшие устройства в мире на данный момент. Но, следующий слайд. Для нас важно, чтобы к нам могли зайти и любые игроки, любой игрок, кто интересуется этой темой, без необходимости покупки крайне дорогостоящих устройств. И для этого мы реализовали целую систему, когда самолетом с полной физической моделью, все еще лучшей на рынке, можно управлять с помощью устройства типа геймпад. Для этого используются специальные системы помощников в управлении. И в итоге, управляя самолетом без каких-либо отличий физики от случая с крутым джойстиком, игрок может участвовать в мультиплеере, и нет никакого разделения комьюнити на тех, кто играет на геймпаде, на тех, кто играет на джойстике, как это часто бывает в других жанрах, насколько вы знаете. Ну, например, в шутерах, да, где есть на мышках кто играет, кто на геймпадах, и они обычно не пересекаются. Следующий. Ну и в конце мы хотели бы показать вам давно обещанный ролик игрового процесса, геймплейный ролик, как его называют. Пожалуйста, 2 минуты вашего внимания. Здесь показано оперирование в музее, как мы можем рассматривать самолет, ознакомиться с его конструкцией, попробовать выдвигать всякие закрылки, тормоза. Все это доступно. Есть описание детальное. Сейчас это все будет показано. Доступные схемы окраски, варианты оснащения самолетов. Интерактивное описание кабины, о котором я говорил. Множество различных режимов игры. Ну и, собственно, игровой процесс.
Уже сейчас вы можете предзаказать Корея серии игр L2 на нашем сайте. Используйте вот этот QR-код. У нас довольно гибкая программа предзаказа. Сделайте себе подарок к Новому году. Ну, а нам вы поможете в нашей работе и разработке, конечно, поддержите. И следующий слайд. Каждый предзаказавший Корею сейчас получит уникальные схемы окраски, которые не будут доступны в обычной версии на релизе. И если у вас уже есть великие сражения, следующий слайд, в них тоже будут уникальные схемы окраски для предзаказавших Корею. Следующий. Ну и в завершении всех вас приглашаю пройти налево от сцены. Вот там находится наш стенд. Там вы сможете убедиться, что это все не фейк, все на самом деле. Игра уже работает. Уже при использовании VR-устройств и сложных устройств управления от Virtual Controls вы сможете поуправлять МиГ-15 вот в той самой боевой миссии, которую вы сейчас видели в этом ролике. Большое всем спасибо за внимание. На связи.